Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Баран спорят из-за девушки Мирана, и Дилан подставляет Барану подножку. Берфин приходит к Акифу и решает прекратить отношения с ним, говоря, что это не сработает. Пока Берфин пытается убедить Акифа, что это лучшее решение для Ипек, Акиф говорит, что не хочет ее оставлять. Но как только Берфин говорит Акифу, что не хочет, чтобы у Ипек были проблемы из-за него, и собирается уйти, Ипек обнимает ее и умоляет не оставлять ее. Дилан пытается убедить Баран купить особняк, который ей нравится в Мардине. Когда Баран смотрит на Дилана с любовью и многозначительным взглядом, Дилан говорит, что есть много файлов, которые нужно изучить, не путай меня. Берфин приходит и пытается убедить Айхана и его жену в необходимости развода. Акиф говорит, что есть другой путь, я хочу создать мирную семью, ты не можешь так легко от нас отказаться. Ипек умоляет сестру Берфин, пожалуйста, не покидай нас, не разлучайся. Пока они разговаривают, госпожа Айхан заходит в комнату и приносит свадебное платье, над которым она работала 4 месяца для Берфина, она даже сама выбирала шелковые украшения, она рассказывает о своем приключении, которое длилось годами. Придать жемчужине ее окончательную прекрасную форму и просит ее не отказываться от идеи выйти замуж за Акифа. Затем Берфин обнимает Акифа и Ипек. Когда Дилан идет на кухню, чтобы узнать, не нужно ли Хасибе чего-нибудь от Барана, Баран вспоминает мучения, которые он причинил ей в прошлом, и спрашивает, как ты простила меня. Они помнят, как Дилан возражал и кричал на него, когда он говорил, вот почему я тебя люблю. Дилан говорит, что чем больше я тебя узнаю, тем больше я тебя люблю. Затем они вспоминают, как Дилан пришел на помощь Кудрет-бею во время его кризиса. В этот момент все с удивлением наблюдают, как Кудрет успокаивается под музыку, которую включил Дилан. Баран плачет и поет любимую песню моего отца. Затем он говорит Дилан, когда я увидел, что она сделала для моего отца в тот день, ты стерла все плохие чувства внутри меня, ты сделала это, ты сделала это. Когда Дилан говорит, что это наша история, Баран целует ее в лоб и говорит, я рад, что у меня есть ты, и что эта история будет продолжаться вечно. Дилан предлагает прогуляться по саду, чтобы немного сменить обстановку. Пока они идут, он вспоминает, как Дилан со слезами на глазах благодарила его, когда благодаря Барану она получила свой семейный альбом. В тот день я понял, что твое сердце похоже на вату. Когда Дилан рассказывает о том, что она чувствовала, когда покинула особняк, и встречает Барана на кладбище и спрашивает, почему она здесь, Дилан отвечает, у меня нет дома, мне некуда идти. Когда Баран говорит, пошли, Дилан спрашивает, мне нужно куда-то идти. Баран вспоминает времена, когда он говорил, ты Коробей, твоя страна тоже рядом со мной, и добавляет, я не мог отпустить тебя, потому что ты невинная сторона внутри меня, и обнимает его. Дилан говорит, что ты тоже была невинной, ребенком, которого забрали у матери и воспитали в ненависти, но теперь все кончено. Пока Баран одевает Мирана, Миран говорит ему, что его глаза сверкали и он смеялся, когда он передал ему подарок Диляре. Баран говорит, молодец, сынок, вот как ты завоюешь замок изнутри. Когда Дилан приносит молоко Мирану, Миран спрашивает, что значит прийти просить молока, и Баран объясняет, что это значит. Миран говорит, что когда я вырасту, то пойду просить руки Диляры. Когда Баран говорит, конечно, сын мой, эти дни тоже настанут, Дилан отвечает, не говори так, он еще слишком мал. Пока Тугба осматривает покупки, которые Баран и Дилан сделали для Берфина, она понимает, что Берфин нездоров. Когда Берфин говорит, что чувствует себя неловко, Тугба пытается ее мотивировать. Тем временем Дилан входит в комнату вместе с ними и смотрит на Умута. Когда Дилан замечает, что Берфин в плохом настроении, и спрашивает, она отвечает, что я немного несправедлива к Акифу, а мать Ипек подала иск об опеке, и их покой был нарушен из-за меня. Когда Дилан говорит, не думай так, крепко держи руку любимого человека и всегда будь рядом с ним /ней, Берфин немного расслабляется и говорит, спасибо, хорошо, что ты у нас есть. Во время генеральной репетиции Акифа на его пиджаке отваливается пуговица.
Когда Хасиби приносит кофе Барану, Баран и Кудрет Бей говорят о Хаджер Ханем, и он слушает их. Кудрет Бей и Баран обсуждают, как они поймают его с помощью хитрого плана. Хасиби Ханем немедленно звонит Хаджер Ханем и сообщает ей, что в районе, где вы прячетесь, размещены люди, так что будьте осторожны. Когда Дилан и Баран спрашивают, вернулись ли они, Хасиби отвечает, что они вернулись, и она спросит об этом завтра. Госпожа Хаджер говорит, как я уже сказал, я выйду из задней части особняка, чтобы встретить вас, так что ваша дочь не будет рядом с Умутом. Когда в этот момент появляется Берфин, Хасиби вешает трубку. Когда Берфин спрашивает, кто это был, Хасиби уклоняется. Когда Берфин позже спрашивает, звонила ли ей мать, она говорит, что нет. Он говорит, что если Берфин позвонит, дайте ей знать, и он убедит ее сдаться. Пока Дилан и Баран болтают о первой любви Мирана, Дилан начинает ревновать и говорит, думаю, у тебя тоже была первая любовь. Пока Баран подробно объясняет это, Дилан начинает ревновать. Когда Баран говорит, что ее зовут Дилан, на лице Дилана появляется широкая улыбка. Утром в особняке начинается ажиотаж с просьбами о платье. Поскольку Дилан не может выбрать платье, она просит Барана о помощи. Когда Дилан собирается и уходит, Баран снова очаровывается ею. Когда Баран говорит Дилану, что он выглядит ослепительно, как всегда, Дилан отвечает, что он также стал очень красивым, и Баран спрашивает, что ему делать, он пытается быть достойным своей жены. Когда Дилан говорит, что она очень взволнована, Баран рассказывает о том, что произошло, в своих собственных желаниях и своем волнении. Когда Дилан говорит, в тот момент мне показалось, что весь мир принадлежит нам, мое сердце забилось так быстро, что казалось, оно вот-вот выскочит из своего места. Дилан говорит, что несмотря на все трудности, которые нам пришлось пережить, мы по-прежнему счастливы на том же месте. Баран говорит, мы через все прошли, я знаю, что бы ни случилось, ты со мной. А потом он говорит, моя самая большая удача – это ты и наш сын. Когда я говорю, давайте пойдем к нашему сыну и научим его хотеть, Дилан отвечает, не говори так, он еще слишком мал. Баран говорит, что мы научим его любить и не причинять боль. Госпожа Азади сообщает Гэже Хасиби, чего она хочет относительно последних приготовлений, и покидает кухню. Когда Хасиби говорит, что когда работа будет сделана, ты позаботишься о Берфин, она твоя подруга, а я позабочусь о ребенке, Тугба обнимает ее, говоря, моя дорогая мама, и говорит, что это то, что я собирался тебе сказать. Приходит госпожа Хаджер, и госпожа Хасиби приветствует ее. Когда они заходят внутрь, госпожа Хаджер говорит, я спрячусь в вашей комнате, а когда наступит вечер, мы приведем план в действие. В это время к ним подходит охрана и спрашивает, это женщина, госпожа Хасиби. Хасиби объясняет, что она заблудилась в клининговой компании. Дилан и Баран переживают моменты любви, одевая и готовя Мирана. Все готовы и приветствуют Акифа в саду. Пока Дилан и Берфин варят кофе, Дилан пытается ее успокоить. Берфин не разрешает Акифу добавлять соль в кофе, и они начинают его подавать. Внутри взрослые взволнованы и не знают, о чем говорить. Госпожа Айхан и господин Кудрет всегда смотрят друг на друга. Миран и Ипек хорошо ладят и хорошо играют. Входит Дилан и просит их принести кофе, не пролив его. Баран Акиф, мой брат, поэтому сегодня я на стороне жениха, говорит он. Дилан говорит, ты это хочешь сказать, Баран ага. Но заполучить девушку из семьи Карабеев не так-то просто. Когда Азади Ханем подтверждает его кандидатуру, Акиф пугается и говорит, брат, мы зашли так далеко, давай не будем беспокоиться, а Баран отвечает, не волнуйся, я в деле. Когда Дилан говорит, что эти вещи непредсказуемы, а Берфин очень ценен для нас, Акиф Хайда спрашивает, кто с кем попал в беду, и все смеются. Берфин предлагает кофе, берет свою порцию и садится рядом с Диланом. Когда Акиф отпивает свой кофе, Берфин удивляется. Когда Баран спрашивает Акифа, что ты сделал, Берфин отвечает, я действительно ничего не сделал. Затем, увидев смеющихся детей, они понимают, что натворили. Когда Азади Ханем сказала, сынок, у нас принято пить все, что принесет невеста, будь то сладкое или соленое, Акиф ответил, я бы выпил яд, даже если бы он был из твоих рук, и выпил его.
Когда Баран просит Акифа о Берфине по приказу Аллаха, Кудрет-бей говорит, что теперь нам нужно спросить нашу госпожу Агас. Госпожа Азади говорит: это подходит мне, сын мой. Когда Дилан спрашивает: ну же, дочка, что ты скажешь, Дилан отвечает: Берфин очень ценен для нас, а Акиф наш брат, и поскольку они любят друг друга, мы тоже должны их поддерживать. Поздравляем Кудрет-бея, пусть Бог сделает так, чтобы они состарились на одной подушке, говорят они и надевают кольца. Баран бросает горсть денег детям, держащим ножницы, берет ножницы и перерезает ленточки колец, и все поздравляют их. Хасиби приходит к Хаджер и Умуту и говорит: все разошлись по своим комнатам, только Берфин с Акиф-беем у бассейна, вы должны уйти как можно скорее. Госпожа Хаджер обнимает Умута и говорит: я отомщу за своего отца и не оставлю тебя им. Хасиби паникует и говорит, что тебе нужно выйти. Берфин и Акиф не могут поверить, что они обручились, держась за руки и обмениваясь романтическими взглядами у бассейна. Пока Берфин заходит в дом, чтобы налить Акифу еще чая, Акиф ждет ее. Когда Берфин заходит на кухню и видит Хаджер Ханем с надеждой в руке, зовущую свою мать, Хаджер Ханем достает пистолет и говорит ей не подходить ближе. Дилан и Баран также выходят из своей комнаты и идут из кабинета на кухню. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.